Всем привет, друзья, подписчики, ну и, конечно же, случайные зрители данного видео. Сегодня на обзоре у нас очередной фонарик, но уже от фирмы Safirn. Модель нашего фонарика IF24. Возможно, будет правильно прочесть IF24, но в английском я не силен. И поэтому, с вашего разрешения, в дальнейшем я буду называть данный фонарик IF24. Фонарик приходит практически в такой же упаковке, как и фонари от Wurkas. Насколько я знаю, Wurkas — это дочерняя компания фирмы Safirn. Если я ошибаюсь, поправляйте меня в комментариях. Ну и вот коробочка точно такого дизайна. Видите, полностью вся матовая, и только наш фонарик пропечатан в глянце. И вот такой вот можем красивый блик, так сказать, пропустить по нашему фонарю. Разочарую вас, это фонарь, за который придется таки заплатить. Но не такие большие деньги, чтобы хранить их в темноте. Ну и что у нас имеется на борту у фонаря? А на борту фонаря имеется максимально это 2000 люмен. Дальнобойность нашего фонаря 251 метр. Ну и здесь пропечатано, что заряжается он от USB Type-C. И имеется поворотный переключатель. На боковых гранях указана у нас модель фонаря. Здесь опять же модель фонаря. Цвет фонарика наш черный. Построен фонарик на светодиодах SST40. 6000-6500 Кельвин. Полный набор и, конечно же, изготовлено в Китае. Что же у нас указано на задней стороне коробочки? И здесь у нас указаны три основные режима нашего фонарика. Это низкий, средний и высокий. Плюс к этим режимам добавлен лунный свет и, конечно же, турборежим. Ну и, конечно, куда же китайцы без стробоскопа. Так вот, лунный свет у нас 1 люмен, низкий 10, средний 150, высокий 700 люмен. Турборежим и строп у нас работают на 2000 люмен. Ну, здесь у нас ток зарядки 1 ампер, 5 вольт, 20 ватт, IP66. Это у нас водонепроницаемость, дальнобойность 251 метр. Вскрываем, смотрим. Вскрывается также спичечный коробок. И вот с такой а-ля шкатулка подмагничен клапан. Супер упаковка, наверное, к другой они уже и не придут. Сверху у нас такая желтая бумаженция, напоминалка, что нам нужно извлечь из батарейки изолятор. Ну и вот так выглядит наш наборчик. Поехали по порядку. Имеется вот такой вот темлячок, упакован в один пакетик с двумя, видите, вытащилась резиночка, с двумя дополнительными резиновыми кольцами. И вот такой вот темлячок. В красивой коробочке находится инструкция и кабель зарядки. Ну, стандартный кабель зарядки, точно такой же, как и у других Safirn'ов, в принципе, и Wurkas'ов. То есть USB-A на Type-C. Длина кабеля метр. И вот такая вот есть у нас инструкция. Инструкция имеется на английском языке. Так, англичане, читайте на паузе. Кому интересно. Вот полная карта режимов. И здесь мы что имеем? А здесь у нас на русском языке. То есть все по фэншую. Читайте карту режимов. Ну и вот, в принципе, все. Так, с инструкцией мы покончили. Фонарик очень прост в управлении. Тут, в принципе, даже и инструкция не нужна. Я взял и с первого раза как бы все режимы эти и проверил. Так, коробочка нам больше не нужна. Ну и наш обзор начнем с контрольного взвешивания, так как многим людям очень важно знать вес фонарика. На весах у нас 0. Устанавливаем наш фонарь в центр и получаем 147 грамм. Ну и смотрим на наш фонарик. Фонарик выполнен опять же из какого-то там аэрокосмического сплава алюминия 6061. Кто-то мне писал в обзоре, у меня, говорит, велосипед из такого сплава. Все возможно. Космос рулит, да. Вот. Так, что мы здесь видим? Мы видим отличную, как всегда, в принципе, у Wurkas и у Safirn скоба. Какая-то пыльца уже мне тут наклеилась. Вот это вот прижимка, да. Или клипса, кто как называет. Вот здесь у нас гнездо зарядки USB Type-C под хорошей и надежной силиконовой крышечкой. Рядышком вам видна белая точка. Это не что иное, как индикатор заряда аккумулятора. Здесь основной свет, то есть светодиод SST40. Мы видим, безель откручивается.
Но, друзья, извините, откручивать не буду, смысла в этом просто не вижу. А уж кому интересен там разбор данного фонарика, то на просторах YouTube, я думаю, вы это найдете. Вот. Ну и на передней, либо лицевой, либо на боковой панели нашего фонаря есть у нас, конечно же, маркировочка, фирма, бренд Saphirn IF24. Вот такой вот переключатель. Можем его вращать сколько угодно в любую сторону. Переключатель 4-позиционный. И в центре мы видим кнопка включения-выключения. Боковой свет, он же ближний свет, видите, построен уже на светодиодах SMD. Вот эти желтенькие светодиоды белого свечения. А внутри вы видите целый ряд, это RGB светодиоды. То есть у нас в нашем фонарике есть своеобразная цветомузыка. Ну и вот так вот выполнена у нас крышечка. То есть есть отверстие под темлячок. И как бы все дела. Ну что, вскрываем наш фонарик и смотрим. И заодно покажу вам такой фокус. То есть видите, у нас есть изолятор, который мы должны убрать. Который защищает наш фонарик при транспортировке от случайных там включений. Вот, пружинка внутри тоже позолоченная под батарейкой. И смотрите, какой здесь установлен сильный магнит. Беру, прикладываю нашу крышечку и вот так, не получилось, закосил. И вытягиваю наш аккумулятор. Аккумулятор, видите, у нас в подвешенном состоянии. Чисто на вот этой вот пружинке. Смотрим внутрь, мы видим там тоже позолоченную пружинку плюсового контакта. Аккумулятор у нас брендирован, то есть Saphirn, типа размера 18650, и на борту аккумулятора указано, что должно быть 3000 мАч. Значит, народ, я протестировал два аккумулятора, данный аккумулятор, и вместе с ним поставил аккумулятор от Wurkas HD16. Вот посмотрите на результаты, какие получились. Извел зарядку сразу двух аккумуляторов. Зарядка производилась зарядным Litokala Li500. Значит, что я сделал? Поставил два аккумулятора одновременно. То есть аккумулятор из прошлого обзора, это от фонаря HD16 Wurkas на 3000 мАч. Ну и аккумулятор от нашего фонарика IF24. Ну и показания у нас следующие. Saphirn IF24 комплектный аккумулятор показал 3018 мАч. И также обратите внимание на сопротивление, то есть 80 миллиом. Абсолютный бред показывает наша зарядка Litokala Li500. И фонарик из прошлого обзора, то есть аккумулятор Wurkas HD16, показал у нас 2989 мАч. И опять же обратите внимание на сопротивление, которое показывает зарядка Litokala, то есть 104 миллиома. А специальным приборчиком мы с вами замерили и получили, по-моему, 19. Вот такой бред несет Litokala. А так зарядочка, в принципе, достойная. Посмотрели вы, значит, результаты. Результаты отличные. То есть оба аккумулятора, я бы сказал, равны заявлению, да. Но, конечно же, вы обратили внимание на внутреннее сопротивление, которое показывала зарядка Litokala. А все мы знаем, что эта зарядка у нас никак не может читать внутреннее сопротивление верно. Поэтому давайте уж, кому интересно, поскольку заговорили, сравним показания нормального прибора. Ну, относительно нормального, да. Потому как, наверное, есть приборы и точнее, и лучше, о которых, допустим, мне пока неизвестно. Вот, с показаниями Litokala. Итак, берем наш аккумулятор. Опять это маленькая пипка плюсовая. И так плохо мерять. Итак, 1878. И на борту у нас 4,125 вольта. Второе измерение делаем. 18. Так, сползает, всплывает. 18,75. И третье измерение. 18,57. Вот, ну, будем считать, 19 миллиом у нас этот аккумулятор. Но не 110 и не сколько там, не 90, по-моему, сам забыл. Так, заряжаем наш аккумулятор, фонарик, и будем смотреть, что да как. Так, первым делом еще покажу магнитик. Берем наш ножик. Такой вот есть у меня крутой ножик. Вот так он открывается как-то. И смотрим. Вот на тонком металле. Совсем тонкое лезвие. И вот так уверенно держится наш такой достаточно длинный фонарь.
Так. Изолятора у нас нет, фонарь у нас стоит на блокировке. И, друзья, на блокировке мы можем проверить минимум. Это заряд аккумулятора. Вот зеленый заряжен, красный мигающий, пора ставить на зарядку. По-моему, здесь тоже есть мигающий. Вот то же самое на зарядке будет гореть красным. И при полной зарядке загорится зеленым. Вот так, как сейчас. И максимум, что мы можем сделать в режиме блокировки, это удержанием кнопки включить лунный свет. Кнопочку пока держим, фонарик горит. Кнопку отпустили, фонарик не горит. А вы знаете, что пакостить лучше незаметно? Потому что если вы делаете это при свете фонаря, это уже хулиганство. Едем к следующему режиму. Как вы заметили, у нас включился основной, дальний, будем называть, свет. Вот, то есть кратким нажатием мы можем этот свет выключить и, соответственно, опять включить. Если мы нажмем и удержим кнопочку, то фонарик будет перебирать режимы снизу вверх и сваливаться обратно. И так вот постоянно циркулировать по кругу. На любом режиме отпускаем палец и выбираем тот режим, который нам интересен. Двойное нажатие быстрое включает турборежим. Следующее быстрое двойное нажатие включает наш стробоскоп. Следующее двойное быстрое нажатие включает сигнал SOS. И следующее быстрое двойное нажатие включает вот такой вот маяк. И следующее двойное нажатие быстрое включает опять режим турбо. Нажимаем, держим, и уже здесь мы опять же можем регулировать любое освещение, которое нам нужно. Так, давайте мы выключим и попробуем из выключенного состояния нажать и удержать кнопочку для получения опять же лунного света. Вот такие дела. С этим режимом, по-моему, мы разобрались. Но лунный свет, видите, я отпустил пальчик, и у нас он продолжает гореть. Так, дальше едем по режимам. И вот третий режим у нас включается, как я сказал, цветомузыка. То есть классная вещица. Многим даже, наверное, детям понравится на какой-либо дискотеке вот включать такую вещь. Ну или дома, слушая музыку, можно тоже включить такую мини-дискотеку и любоваться вот этими вот разными переливаниями цветов. Итак, у нас здесь горит красный цвет. Можем коротким нажатием выключить, коротким включить. Длинным удержанием мы можем, видите, идет переборка цветов. К сожалению, камера никак не может передать всю красоту. Глазу это очень красиво, на камеру это не так красиво. Выбираем любой цвет, отпускаем пальчик и любуемся вот этим цветом. Двойное нажатие включает у нас режим стробоскопа. Следующее двойное вот такой режим полицейской мигалки. Включаем фонарь, примагничиваем на крышу и едем. Доезжаем до первого поста. И там, наверное, отдыхаем долго и упорно. Следующее двойное нажатие. Вот идут тоже переливания цветов, перебор. К сожалению, опять же, наш телефон, этот камера не может передать всей красоты и красивости. Но вот, хоть по этому внешнему ободу, да можно понять, что там за цвет сейчас. Двойное нажатие, и вот такая вообще красота. Самый, наверное, красивый режим, как по мне. Но камера опять в своем репертуаре. Так, а дайте я попробую сфокусироваться. Нифига не получается. Не получается. Ну, да ладно. Следующий двойной режим. Режим такой вот капели. Тоже капают капельки и меняется цвет. Ну, вот здесь хоть видно. Кстати, здесь на камеру красивее, чем в реалии. Следующее двойное нажатие у нас опять включает какой-то из цветов, который, видите, сам переливается. Так, а давайте попробуем, что у нас получится из выключенного состояния. А ничего у нас не получается. Ну и последний режим. Дополнительное боковое освещение, то бишь ближний свет, будем так его называть. Точно такие же режимы, как и на основном свете. То есть нажимаем, и у нас пошла переборка. Видите, давайте так, наверное, лучше сделаем. Переборка режимов. На любом режиме останавливаемся и ходим с таким режимом. Двойное быстрое нажатие у нас включает турборежим. Опять же двойное стробоскоп, SOS и такой вот маячок. Двойное опять турбо, и опять мы можем что-то там регулировать. Кратким нажатием выключаем наш фонарь. Долгим удержанием
Включаем. Moonlight. Вот еле-еле светятся светодиодики. Так, фонарик, друзья, мы посмотрели. Пойдем на улицу, ну и посмотрим, как эти режимы себя показывают на улице. Так, народ, у нас кромешная тьма. Опять этих моих два злосчастных фонаря. Меня не устраивает, что этот фонарь светит в мои окна ярче, чем весь свет в моей квартире. Итак, давайте начинать с ближнего света, с режима Moonlight. Вот такой вот режим. И смотрим. Видите, только ступеньки около ног, что-то там еле-еле заметно. И больше как бы ничего. Вот если ниже, то уже более-менее хорошо. А так, в принципе, ни о чем свет. Следующий низкий режим. Уже у нас хорошо освещены ступеньки. Вот, видна дорожка и немножко видна, я вижу, даже травы. Ну, примерно метров 8-10 уже видимости есть на низком режиме. Давайте средний режим. И уже вот такое вот освещение. То есть гараж метров, наверное, 20 вам будет видно. Высокий режим. Вот здесь уже тоже посерьезнее. Вот такое вот освещение. И турбо. Не скажу, что сильно ярко, но можно идти, ехать и даже бежать. Вот, светит недалеко, свет полностью рассеянный. Ну что, давайте теперь уже мигалки мы эти не будем смотреть, наверное, а перейдем к основному свету. Вот у нас основной свет. Итак, я сейчас выключаю его. И режим Moonlight. Смотрим. Видите, свет уже направленный вдаль. И метров, ну, в принципе, тоже. Уже на этом Moonlight я вижу метров, наверное, 6 где-то. Вот такой вот пучок света. Давайте следующий режим, низкий. Вот, свет собран опять же в пучок. И вот видите, какое освещение. Вот даже конец гаража и то виден. Но если направить на землю, вот на газон, вам еще что-то видно, допустим, да? Хотя мне телефон засвечивает глаза. Да, немножко видно. В принципе, довольно и неплохо. Но только в пешем порядке под таким светом, конечно же, вы можете идти. На велосипеде не поедем. Следующий режим, средний. Уже у нас, видите, как отлично бьет. Березки мои даже видны вдалеке. Одна, вон вторая. Но опять же свет направлен узким пучком. Не знаю, градусов, наверное, 9. Тоже где-то будет свет. Вот так вот видно. Следующий, высокий. И это уже день, в принципе. Опять же, друзья, на камеру это немножко ярче и насыщеннее, чем глазом. Да, и глазом немножко свет получается как бы освещено с большим углом, нежели на камеру. Если в небо посветить, вот такой получается пучок у нас в небо. Ну и турборежим в небо. Бах. Так, заслепим сейчас спутники. Смотрим здесь. Ну вот здесь точно день. То есть направленный дальний свет. Прекрасное освещение. Ну, шикарно, шикарно. И отлично. Но опять же, у вас на камере вам видно более насыщенно это все. То есть трава не такая зеленая, и свет не такой яркий, и не такие, ну, вам виден пучок. Мне же такого пучка глазом, в принципе, не видно. И вот такое вот яркое, хорошее освещение. Ну что, наверное, на этом все. Давайте какой-нибудь строп еще рубанем. Сигнал СОС подадим в космос, да? Может, нас кто-нибудь спасет. Ну и маяк. Да, давайте, кому интересно, знаете, что сделаем? Мы сделаем цветную эту цветомузыку. Посмотрим, как оно работает. Мигалочки. Ну и вот так это все видно. Видите, не особо далеко, но видно. Это, наверное, лучший пример будет вот так показать. Вот вблизи вообще шикардос.
Но если мы вдаль посветим куда-то на огород, либо на травку, то ничего такого, в принципе, не видно. Вот на гараже еще немножко можно это все дело посмотреть. Это у нас цвета переливаются разным цветом и цветом. Давайте на ступеньках, наверное, будем смотреть. Это самое лучшее и самое красивое. Вот. Ну и на этом, наверное, закончим наш обзор. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего здоровья. До новых видео. Пока. Ты заходи, если что.